Всем привет! Меня зовут Рима, и добро пожаловать на канал Бисероплетения с Римой. Сегодня будем плести такой вот шикарный браслет. Я его плела, в общем, где-то 2 дня. Он на магнитной застежке. Все использовалось чешский бисер, бусины также чешские были. Оп. Прям по руке сидит идеально. Плетется он в технике елочка или лесенка, или такое еще плетение называют эндебели. Для плетения браслета я буду использовать чешский бисер номер 10 трех цветов. И бусины 6-миллиметровые, они матовые. Тоже чешские. Вот такие вот матовые. Также я буду использовать леску 2-миллиметровую. В процессе плетения я расскажу, объясню, почему я остановилась именно на этом диаметре 0,2 миллиметра и почему я все-таки не стала использовать нить. И, естественно, иголку, которую я уже подготовила вместе с леской. И будем начинать плести. Берем одну бисеринку, она у нас будет стопперная. Это обязательно. Также я оставляю хвостик сантиметров 20 где-то. 15-20 я оставляю хвостик, чтобы потом в конце сделать застежку. Оп. Так. Здесь я прохожу 3 раза. И буду делать первый ряд. Так, буду брать по одной. Сначала 2 бисеринки, потом буду по одной. Берем мы 2 бисеринки, продеваем. Затем к себе иголку. Я вот так переверну, мне будет так удобнее. И теперь по одной беру. Одну бисеринку я нанизываю, вот идет моя ниточка. И с другой стороны я продеваю в эту бисеринку. Стопперную я не трогаю. Обязательно придерживаем пальцами и прохожу в нее. Еще раз. В процессе плетения, как мы будем делать второй ряд, это все выровняется. Поэтому заранее не паникуйте, не переживайте. У нас есть 3, мы делаем дальше 4-ю из-под низу теперь. Продеваем из-под низа. Если 3-ю мы делали сверху, эту теперь из-под низу проходим. И проходим в эту бисеринку. И так мы проделываем еще с 4 бисеринками. У нас 4 и еще 4 штучки, так мы нанизываем. Получается, продеваем еще одну и проходим сверху, потом снизу проходим и так далее. После того, как продели последнюю бисеринку, нанизываем 2. Получается, нанизываем 2 штуки и продеваем вот в следующую бисеринку. Вот в эту следующую продеваем. Обязательно придерживаем пальцами. Так, это чтобы не мешало. И вот у нас потихоньку формируется. И проходим в 3-ю
Вводим иголку в третью бисеринку. Затем я снова беру 2 и прохожу в следующую. Так, не туда. Вот я прохожу в следующую. Последние 2 штуки. Так, продеваем. И теперь что мы делаем? Вот наша это вторая. Вот мы проходим сквозь эту леску. Получается, вот наша лесочка вышла. И я продеваю сквозь нее. Как бы поддеваю леску. И прохожу под ней. Перед ней. Так, запуталась. И теперь продеваю в эти 2. Так, есть. Теперь я буду добавлять по 2 штучки. Берем 2 и вот в следующую. И вот так формируются наши рядочки. Теперь вот видите, у нас здесь дырка идет. Я продеваю в эту одну бисеринку, прохожу. Вот здесь мы вышли. И вот я сюда просто прохожу иголкой. И теперь берем снова 2 штуки. Так. Снова прохожу просто в следующую бисеринку. Вот поэтому вначале я и сказала, что техника плетения легкая, непростая. Но у меня, например, очень долго, я его, наверное, дня 2 я его, короче, плела, этот браслет. Почему? Потому что, в общем, сначала, сейчас я вам покажу еще раз, вот я прохожу под леской. Вот моя иголочка, вот леска. Вот между бисеринкой идет одна леска, вторая леска. Вот я под ней продеваю свою иголку, точнее прохожу иголочкой, и затем вот обычно вот так вот кладу здесь леску, не знаю, мне так удобней, и прохожу. Теперь я буду добавлять золотую. Вот между вот этим, где у меня тут пустота находится, я буду здесь добавлять золотую одну и прохожу в следующую бисеринку. Если мы просто проходили леской, то теперь с добавлением будем одну, потом 2, потом 3, потом 4, потом еще и 5. Потом бисеринку и будем идти на уменьшение. Здесь я прохожу просто, я вот сразу так прохожу. Это так быстрее, мне вот так удобнее. И берем 2. Теперь снова вот под леской. Вот лесочка идет. Видите, вот здесь леска идет. И я под ней провожу иголочку на себя. Затем я вот так вот отворачиваю, чтобы леска мне не мешала пройти сквозь эти 2 бисеринки. И
Прохожу и переворачиваю. Я, кстати, сколько смотрела, знаете, кто-то, получается, вот как взял, он так и плетет. Получается, не переворачивает, как вот я делаю. Там сплела один рядок, перевернула, начала второй, потом опять перевернула. Люди вот сидят там один, потом так второй, потом так третий, четвертый и так далее. Не знаю, честно, кому как удобно. Мне почему-то так удобней. Я настолько к этому привыкла, настолько к этому как-то, не знаю, приловчилась. Может, потому что я правша? Не знаю. Непонятно. Так, здесь я разровняю. Угу. И уже добавляю 2 золотых. Естественно, оно будет вот так расширяться. Потом сузится, потом снова расширится. После того, как мы добавили 1, 2, 3, 4, 5 здесь бисеринок, далее я добавила тут еще по 2 бисеринки, я буду добавлять бусину. Я продеваю. Так. Ну куда ж ты падаешь? Блин, эта леска мне мешает. Я просто намотала на палец, чтобы она меня реально не отвлекала. И здесь я буду немножко стягивать. Придерживаю здесь. И беру еще 2 бисеринки. И прохожу вот в следующую. Здесь я немножечко стяну. С ниткой так бы не получилось, конечно. Вот почему я не выбрала нитку. Первое, получается, начало у меня шло хорошо, все нормально, бисеринка к бисеринке, как бы меня ничего не беспокоило, мне было, в принципе, комфортно, удобно работать с ниткой. Но, когда я начала формировать дальше, за счет того, что нитку тяжелее стянуть, и она более как-то вот мягче, что ли, у меня все эти ряды начали вот как попало. Я не могла ни стянуть, я не могла абсолютно ничего сделать. И если здесь было стянуто, все так красивенько, то следующая сторона у меня уже была как попало. Поэтому я начала ниткой, поняла, что это гиблое дело, и отказалась от этой затеи, естественно, расплела, и решила попробовать с леской. Ну, я попробовала сначала с ниткой, потом еще раз попробовала с ниткой, поняла, что это реально... Нет, это не то, что здесь требуется, не то, что здесь как бы нужно. Хотя, наоборот, когда вот я плету браслеты, я в большинстве случаев использую нитку. Почему? Потому что вот браслет, если плести на леске, он будет как грубый кусок, короче, лежать. А мне что надо, чтобы оно ложилось мягко. Вот, к примеру, мои браслеты, это все на нитке идет, чтобы оно ложилось мягко, плавно, ровно. Это один, это вот у меня второй. Вот оно вот так вот мягенько ложится. И третий. К сожалению, в данный момент у меня на леске нет. Где-то тут с собой нет. Это тоже на нитке было. Вот оно мягенько ложится. А на леске за счет того, что она грубая, и само изделие получается очень жесткое и грубое, оно не будет настолько подвижно, например, на леске, как на нитке. Но вот здесь какой-то вот у меня прям другой вариант получился. Не знаю, может здесь так и нужно, так и требуется.
Ну, с ниткой у меня не сложилось. Далее я решила попробовать леску. Думаю, возьму, попробую потоньше леску. У меня как раз была 15, такая тоненькая, 15 миллиметровая. Я решила ей плести. Ну, в общем, она, если честно, я вам сейчас покажу. Она, в общем, тонкая. Она тупо рвется. Бац, и порвалась. Все. Нет, в процессе плетения у меня ничего не рвалось, как бы, ну, не знаю, мне не понравилось. Во-первых, она начала закручиваться. Она начала очень сильно закручиваться. Я вам покажу на примере сейчас. У меня тут остатки есть небольшие. Она начала очень жестко. В общем, она превратилась вот в это. Но это у меня уже другая. Это у меня та, которая сейчас и я, в принципе, плету, 0,2 миллиметра. Это такие старые обрезочки, можно сказать. Она начала крутиться. И она постоянно запутывается, поэтому мое как бы время еще больше увеличилось, потому что каждый мой проход сквозь бисеринку мне приходилось, точнее, мне даже приходится, получается, вот эти узелки постоянно, и мне приходится их убирать. И это плюс, я не знаю, сколько, это очень много времени занимает, и поэтому как бы плетение браслета у меня затянуло так долго. Но я отматывала, ну, я так подумала, конечно, что отматывала слишком много лески. Поэтому она так запутывалась и закручивалась. Это было жутко неудобно, очень неудобно. Я даже не знала, что и делать, но что мне оставалось делать? Мне оставалось только плести. Ну, что сделаешь? Как бы останавливаться на этом... Хотелось остановиться, все бросить, психануть, но как-то, не знаю, мне хотелось его давно сделать. Мне понравился как бы этот сам дизайн, и мне жутко хотелось попробовать его сделать. Ну, как говорится, на цели не нужно сдаваться, не нужно бросать, нужно идти до конца. Главное, что цель есть. Поэтому как бы я и остановила свой выбор на 0,22 миллиметра лески. Не знаю. Это в принципе... Ну, мне комфортно, мне удобно, но если бы она не закручивалась, это было бы еще лучше. Но, по крайней мере, здесь, получается, проще ее можно распутать, чем вот нитка. Я даже не знаю, если бы я на нитке бы плела, у меня запуталась, я бы не распутала, это все, это капец. Это мне бы пришлось разрезать все и, естественно, плести заново. А это очень геморно, это очень долго. Далее я прохожу, получается, вот я добавила еще 2 бисеринки. И прохожу... Давайте переверну. Вот. Я вот здесь добавила 2 бисеринки. И я буду проходить сквозь бусину еще раз. Так, вот эту ниточку я намотаю на палец, дабы она мне не мешала в процессе плетения. Так, переверну. И прохожу сквозь бусину. Сначала просто пройду через бусину, дабы ничего не цеплялось. И дальше вот в эту верхнюю бисеринку. И теперь плету точно так же дальше. Добавим здесь по 2 штуки. И будем идти на уменьшение. Добавлять, то бишь, следующие 5, 4, 3, 2, 1 и так далее. И дальше буду плести уже другим цветом. Так. Ну и леска реально, она если запуталась, ее хотя бы, причем намного легче распутать. Я, кстати, читала недавно за вот эту леску нового поколения, Fireline, она, по-моему, называется. Написано было, что делает Япония. Их, я так посидела, посмотрела, они очень популярны на Западе, очень популярны. Их там все просто покупают поголовно. Но она как бы и не дешевая. По-моему, она стоит то ли 6
евро, то ли 6 долларов, то ли аж 6 даже фунтов. В общем, она реально не из дешевых. На гривне, я так поняла, это получается где-то... Я нашла ее за 1000 рублей, там еще где-то. Ну, так чисто сидела, листала, смотрела, интересовалась. Но у нас ее достать практически невозможно. Это либо заказывать на каких-нибудь зарубежных сайтах, либо через каких-нибудь посредников. Не знаю, мне бы, конечно, хотелось бы ее попробовать, посмотреть, что она себя и представляет, потому что они там прям так рассказывают, что она никогда там не рвется практически, она настолько прочная. По-моему, у них указано было, что она покрыта сверху воском для лучшего скольжения. Не знаю, насколько вообще это все правда, насколько никогда не пользовалась, вот поэтому бы, конечно, хотелось, потому что они так расписали, так все у них прекрасно и красиво, что вот, знаете, как этот идет рубка, например, вот когда плетешь, получается за счет вот этих острых краев этот леска рвется, леска, нитка рвется, если тем более сильно потянуть, но у вас попросту ваше изделие порвется. А вот же у меня на браслете есть, вот рубку, когда мы используем. И дабы она, вот, например, не порвалась, советуют сначала брать, в общем, брать бисеринку, ограждать вот эти острые края бисеринками. То бишь пробивать тут бисеринку, затем рубку и снова бисеринку. Как это, знаете, для детей. Делают мягкие углы, вот так вот, чтобы для рубки было. И там, в общем, указано, что она, если у вас как бы порвется, то не с первого раза, что-то такого плана. Ну, либо я так поняла, что она прям такая сверхмощная, что такой лески просто ни у кого, ни одного производителя нет и не будет. Поэтому мне стало интересно ее попробовать, естественно. Потому что, например, эти, которые я покупаю, это Украина делает. Spark Beats. Я в основном вот эту фирму брала. Это, по-моему, Украина делает. Нет, у меня не это. Не. Так, а здесь не указано. А, ну да, это все из той же серии, из той же фирмы. Ну, например, нитки мне их не очень нравятся. Я бы все-таки хотела попробовать другие. Но никак не могу дойти купить. Мне кажется, даже обычные швейные то как-то лучше, чем эти. Вот они что-то слишком пушатся, но они правда очень гладкие. Как прям та леска Fireline. Гладкая, сквозь которую без труда проходит бисер. Так, я тут запуталась. Так, здесь я стяну. И что самое интересное, что удобно, можно вот тут чуток вот так вот стянуть. Леску потянуть. С ниткой так бы я точно не смогла бы сделать. У меня бы так не получилось. Здесь я поправлю. У нас тут все поправится. Ну, вот. Втянулась обратно, как живот. И, в общем, так далее проделываем до самого конца. То бишь здесь 5 было, дальше делаем 4, 3, 2, 1, как мы здесь начинали, так мы и обратно это все сузиваем. И начинаем потом новый цвет. Но мне просто как бы бисера этого цвета мало, поэтому я решила делать 2 цвета. Вот и весь секрет. И, кстати, пока не забыла, вот когда я плету на уменьшение, я вот здесь стараюсь как бы не оставлять вот такие вот просветы и хорошо стягивать. Это дальше все потом я выровняю, поэтому оно так выглядеть не будет.
И плету так дальше. И каждый ряд последующий я обязательно стягиваю. Чтобы у меня не получилось, что здесь у меня так будет, а следующий будет как попало. Теперь я буду начинать уже второй цвет, второй квадратик. Так, и здесь я буду пропускать. Получается, я буду просто продевать здесь иголку, а уже в следующем ряду я буду добавлять снова золотистую, точно так же, как мы делали здесь. Все точно так же я буду делать. И так же само плести по одному. То бишь здесь я добавлю один рядок зеленый, следующий ряд я начну. Здесь добавлю 2 зеленых, здесь у меня будет 1, затем 2 зеленых. И буду плести точно так же, как и здесь. 1, 2, 3, 4, 5 бусина и на уменьшение и так далее. Пока я не достигну нужной мне длины. Красота практически окончена. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 таких квадратиков. Ручка у меня худенькая, сантиметров, по-моему, 16 у меня ручка идет. И такой вот мне прекрасно подойдет, даже идеально. Так, я, получается, с одной стороны сняла стоперную. Откуда я сняла? Отсюда, по-моему, я сняла стоперную. Нет, с вот этой стороны я сняла стоперную бисеринку. Вот, я ее сняла. Далее я буду прицеплять застежку. Она у меня будет вот такая вот магнитная. Ну. Оп. Ой, хороший магнит. Очень даже аж тяжело разъединить. Оп. Я буду цеплять. То бишь, как я буду это делать? У меня, кстати, в процессе, пока я плела, сломалась иголка. И это было такое большое огорчение, разочарование какое-то. Это ужас. Вот насколько она реально классная, насколько она удобна в работе. Я поломалась. Придется бегать, искать, покупать новую. Очень обидно было. Я практически закончила браслет, но она поломалась. И мне пришлось вот эту маленькую брать. Господи, какая же она все-таки неудобная. Она получается очень дурацкая по сравнению с той. Так, сейчас мы проденем быстренько. Ага. Теперь я буду брать золотистую одну. Одну золотистую, затем продену в застежку. Или, наверное, все же... Угу. И еще раз пройду в нее же. Я уже так прохожу. Так. И буду проходить в эту же бисеринку, откуда у меня шла изначально ниточка. Блин, я, наверное, ее разъединю. Хотя ладно. Пусть она так и будет, потому что вдруг я потом еще и запутаюсь. Жутко неудобно, она такая тяжелая. Далее я прохожу в следующую бисеринку из-под низа. Ну, давай. С-под низом. Оп, есть контакт. Вот она постоянно теперь нитка будет моя вылетать из лески. Из иголки, точнее. Так, я беру следующую бисеринку и продеваю сюда же. Получается, вот так мне надо от себя
я продеваю. И точно так же прохожу в нее. И в следующую вот бисеринку. Так. Затем я прохожу в следующую из-под низа. И точно так же я делаю до самого конца. Тщательный браслет готов наконец-то. Оп. Все очень быстро и просто. Он такой объемный, конечно, получился, но прикольный. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии обязательно. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А как всегда, на этом я с вами не прощаюсь.